атмосфера в команде очень позитивная. Он оттуда просто жестко наваливает Кристаллису, что тот разворачивается и бежит. КРВП идет вперед и просто уничтожает аналога. В принципе, каждой серии нужно так относиться, что это должна быть твоя лучшая игра. Хватик отхиливается, Гордан минус! Минус все! У нас в коллективе, наверное, такого прям не было. Что мы, типа, проиграли, при этом мы какие-то поинты нашли. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, Юлия Андреевна. Палки вот эти вот. Иван, нет вилки? Или что там? Я молю. Есть. Лёх, дай мне. Должно так? А? Возьми вот так вот в кулак. Возьми вот так вот и тычь. Не, мясо понятно, а с рисом как? Вообще дела. Илюх, вот так вот можно. Илюх, смотри. Ну-ну. Как ложку. Тебе надо тренироваться. Базар себе, поработаем. Где система? Я Ты тоже, да, Серег? В смысле тоже? Да, ребят, почти. Если по какой-то причине противник будет, да, навязывать и быструю игру, и, возможно, игра будет не самой удачной, уже принимайте тогда какие-то риски. Лучше давайте сделаем меньше действий, но вместе. Контроль двух игров никогда не приводит к плохому результату. Но, повторюсь, если игра идет по пути, вы чувствуете, что других путей нет, берите риски, попытайтесь сыграть хорошую игру. И понимаешь, что Ликвид коллапс ставит арену по двоим, а какой-то контраргумент будет, там же Ларл сейчас уничтожает всех и вся. Хороший ультимейт от ПНГ. Подцепили Ларла, дэмэджа хватает, Ларл погиб. Куча денег срывается сейчас, и все это достается ДК. Напали прямо сейчас на Ларла, но у него есть, как всегда, этот доктор Айволит. Прилетает Мира, фокусят Виспа. Виспа можно попробовать быстро убить, не получается. Тут коллапс, тут арена, тут раскасты всей команды. Спириты тают на глазах Медведя, они просто рассыпались. Это шаровая молния, никого не отпустит. Ларл продолжает погоню за черным драконом, и Нотис погибает. Марс, который умер, он не дал ТП низ, он пошел пешком на Эксперуну. И они в позиции Клокшторм забирают слева. У нас, когда ты котла, у нас нету телепорта. То есть, по-хорошему, это то, что надо думать. Мне кажется, если ты смол не можешь банить и чел в их не заходит, тебе надо разора покрыть. Мы играли много КВС с котлом, решили, что хорошая стратегия, они достаточно хорошо сыграли. Если посмотреть, то шахмат для нас был, когда они законтролили просто две виздом руны, эксп-руны. Напали на двух суппортов, самые лучшие таргеты стираются. Круто. Мира! Коллапс до конца идет, но тут арена. Мипошка-то куда оборвался? Мипошка-то тут один чисто под арену. Зачем? Если не придут коры, то действительно это странный мув. И могли спокойнейшим образом забирать линию. Попали в свою же ловушку, скажем так, не продумав, что в целом спириты любят играть с мидрейнджер, но по итогу, как мне кажется, они немножко заигрались с этим. В целом для Марса там была хорошая игра, единственная проблема была с пиком нашего Баратрума, что мы не продумали, как это сделать лучше. Набор этих героев это один в один, что они играли в прошлой туре. Да, я хочу, тоже проблема, что когда ты играешь в такую игру, ты не хочешь как будто даже на инче тоже играть. В этой игре то, что я подтираю, то, что условно мы там их согнали с бота, и я начинаю бить тавер без скиллов, это типа не настолько сок. То есть мне хочется именно, чтобы мы всегда с инчой, когда убегаем, мы делали четко килл, и поэтому били тавер. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Если честно, я не вижу большой разницы между Нага и ЦК. Просто в ЦК будет проще играть, все. Не, это же вопрос, что мы сейчас попьем, и я надеюсь, мы же хотим становиться лучше. Но это не так легко убрать. Короче, Джек, поверь мне, игру. Вот ты придешь, точнее, если ты думаешь про вопрос, вот ты придешь на International, лучше играть с Нагой, будет с Нагой, будет ли там тимфайт, ответ будет, там будет тимфайт. У меня первый герой, на котором я вообще апнул, это типа 18 левел, это такой значок, какой там значок?
типа платиновый или какой? Ну, когда ты апаешь 18-й левел, у тебя платиновый, да? Это вот Тимбер. То есть, Серег, ну, ты можешь посмотреть, но там не 50 игр, как у Сквидика. Где патч? Я думаю, вот сегодня мы сыграем, и он... Я надеюсь, что он выйдет, когда вот, если вот мы будем, короче, вышел патч, и мы такие, найс. Что тебе так вена видно, блядь? Какой-то напряженный, что ли, или что у тебя? Конечно, наоборот, хорошо. Ты похож на этого чела, который вот так вот делал. Там чего сзади нас. Конечно. Ебем лайны, заходим в болгарский лес. Непосредственно. Так. Давай, Забираем Т1. Ага. Бежим в стройков. Ага. Вражескую. Все, игра закончена уже. Да. То есть они либо сами быстро, ну не быстро, долго, но без фрагов, без экшена побеждали, либо также проигрывали. Вот сейчас у нас размен состоялся, можно продолжать. Dreamcoil есть, классно, нацепляет только одного героя. Не делайте сами ничего для того, чтобы противник ошибся. А сами Shopify не очень планируют ошибаться. Ну вот есть Black Hole, допустим, да. Вот она, Луна, кстати. Ну, подсейвили. Стан ловит и умирает. Смотрим, сколько ЦК урона получит за эту драку. Нисколько. Живее всех живых ЦК. Вот сейчас хотя бы прогнать. Ладно, не теряют все бараки. Кентавр тем временем ловит стрелу Кентавр, ловят здесь ПНГ. Ну вот та самая, наверное, заключительная драка, которую мы могли посмотреть. Сейчас спокойно доломаются оставшиеся стороны, доломаются оставшиеся лица. ГГ прописано. Уж слишком вкусно Энигму словили. По-хорошему, наверное, ну это типа мой бэт. Я форсил по Луну, но про Энигму сказал только когда мы Луну пикнули. У нас игра похожа на то, что вчера против Спирит было. Ну, по факту доту невозможно нам поиграть. У нас в 10-й минуте, ну просто тупо мало. Это прям тяжело, и понятно, там на рунах 12-й, да, там условно могли больше героев подкрутить, но сами понимаете, нам... Да, это нужно сделать, но будет гораздо проще, если она будет попроще. Мы слишком часто ошибаемся. Типа добили такие оп шмотку и такие думаем, потеряем. Когда они взяли Black Да, парни, мы Black Hole нон-фактор. Мужики, точно любую игру мы должны стремиться победить, но сейчас давайте, забыли нахуй. Он пока фармит крипчиков довольно уверенно. В это время Пангальера прижучили на топе. Я так понимаю, что второй левел случился у ВП здесь, а у Панга еще был первый. Здесь же подцепили Кентавра. Цель не самая очевидная. Кентавр на развороте еще навалял, тут еще и тычки летят божественные. Вот Сквадикса попрыгал по всем здесь Сайберлайт, понимает, что, кажется, ему здесь больше не рады. Видим, что появляется Сия у Лайфстиллера в этот момент. Темпларка с Дейдлсом уже. БКБ следующим артефактом планируется. Ну и вот заход может быть довольно интересный. Сгрызают здесь бэтрайдеров в секунду буквально. Размен номера, но пока все это происходит. Хитрактор страдает довольно серьезно. Его сгрызли, и это минус. Но бежит дальше. Но тут через этот барьер так просто не пробраться. Очень плохая атака от Shopify. А вот теперь атака от ВП пошла. Пангальер с контроля может не выйти. Пангальер баф получил, но Пангальер все равно добили. Разора уже не ощущают. У кого он там ничего не высосал. Вот он Свен. Тоже 0 дэмэджа. Падает вторая сторона. Ну что, ВП сейчас сравняют счет, судя по всему, в этой серии. Во-первых, ты же изначально умираешь. Там мы же в топе даем всю инфу. Зачем ты идешь так далеко вейв распушивать? Это же вопрос правильного тоже обсуждения больше. Подрубается вновь диаболики. Сюда летят телепорты. Довольно глубоко GH. Арена ставится от Ноутиста. Очень неплохая. Минус Пангальер уже. Сумаил 1 в 4 пытается сражаться, но это сражение приводит лишь к его смерти. Вновь какие-то слоты первые приобрести себе в центре. Здесь можно поджарить немножко ФНГ. Сумаил подходит сюда. Замедление, оглушение будет или нет. Ставится арена шикарная по двум героям. Можно разваливать одного-второго. Так и происходит. Нужно жить Сквадиксу в первую очередь. ДК сейчас заберут. Да, ДК забирают. Две смерти пока у героев Shopify. ТБ добить. ТБ добили. Но все это очень и очень поздно. А с Сумаилом что делать теперь будем? Сумаил слишком большой. Геленбай тратится. Ну догнать всех, догнать Сумаила. Тут уже Артизи готов возвращаться. Все там закупаются на фул. Сквадикс привязали, убили. Нет байбека, нет байбека. Как будто мы берем Зипса в матчап. У тебя нормально все было? Пока до Сапа не убили меня, да? Ну просто как мы такое допускаем, если в боте у Кудвин все. Саш, не ошибаюсь, первый же выход был просто Кудвин, точно. Да, и точно.
Пускай не успел. Ну просто надо смотреть эти мелочи. Я просто не понимаю, а что мы еще должны типа сделать, чтобы подраться? Просто нам драться без формы. Ну, это инста-луз. У нас нет кора. Может быть, мы сможем докрутить это, например, если Тёма скажет, что если я буду играть, например, Верана, то керри подобрать, чтобы трахнуть панга в next time, будет в миллион раз типа проще. И будет типа лучше ауткам. Первый, ты молодец, Сергей. Отлично, нет? Нормально. Давайте имбу просто брать, как Нет, давайте возьмем 9-го. Будет ли размен от Вайпера? Ракетка, потому что сейчас тоже влетит от Кейвана, но как будто Вайпер должен забирать здесь Джайра, да, и при этом будет жить. Или же Гейл на развороте. Напоминаем, что Кейджей у него герой универсальный. Как же много урона у этого героя! К ВП вопросов 0, Хероик вопросов огромное, колоссальное количество. И Антарес, боже, да что он творит? Он продолжает это делать, а Кейван продолжает тоже фидить. Кейджей вообще пошел куда-то в бэклайн. Антарес тут как тут, он говорит, так иди сюда, мой мальчик, мой сладенький, ты виномансер. Гейл, он там вроде по одному, по двоим героям попадает. Связка от Скофилда, Дум пошел без, до сих пор дает блинка, но Ешива нажимается. Дум Лишака, секунда до окончания Игиса, и он заканчивается. Естественно, выхиливаться не будет Лишак, но при этом даблкил все равно каким-то чудом делает Сквадикс. И как же много урона у ВП по итогу расклеивается вся команда Хероик. Да, они забрали Лишака, ну какой ценой? Ценой всего. Дико на самом деле повезло, что Влад в разменах выжил, убивал, и у него Блинк там тоже гиперранил. То есть у нас эта игра, она не казалась, что типа нам надо долго честно скажу, Владос, когда мы знаем, что Пудинг стоит, тебе после смол компа надо как-то сразу ко мне бежать. Ты просто... Я сразу бежал. Да? Ну, надо посмотреть, потому что мне казалось, ты немного задержался, просто меня прям под тавером, понял? Я на правом уголке стоял, я как только заблокил, сразу побежал. Мне вообще не нравится, что мы сидели, обсуждали полчаса эту как мы будем пикать, типа, Лишака. И ты сам себя на очко сажаешь. Типа, чел от этого сильнее не стал. Ты сидишь, говоришь, типа, хоть нам фанга сейчас опять чел, сотую игру подряд играть. Так я дропил уже. Да кропли так, что было смешно, блядь. Очень большая вероятность, что в таком драфте я буду на милишном. На самом деле все всегда с таймингами Чена связано в таких играх. Как только Чен сможет дойти с тайм, ну, как бы, условно, там у нас был Лишак, по-моему, и Тини, соответственно, когда Лишак Тини будет готова играть, и Чен доберет свои ауры, вы идете и просто сносите всех повсюду. Поэтому, ну, просто этот момент, видимо, на 15 минут и настал, плюс-минус. Мы бы его убили быстро и отошли, а так просто, ну, честно, немного повезло, что они чуть-чуть поздно законнектились. То, что я в Думе смог отойти и просто, ну, хотя бы даже разменяться. А так... Если что он не умирал, он просто подошел с дома. Ну да. То есть, по факту, размен вообще может быть, ну, 3-0 для них. О, в центре. Нашли хорошую цель, вывезли подвышку, подвязали, уничтожили. Так не на саппорте. Это, между прочим, нападает на Свена, таймит весь контроль, который есть. Идеально это делает ультимейт от ВРочки, но в позиции давай лама. Курсани лучшая, при этом Кейван не переживает входящего урона. Боже мой, как все плохо от Хероика. РПшка по двоим от Ноутиста. Да как же Хероик подставляется? По итогу Скоги не самый лучший от Скофилда. Ну и очевидно, здесь будут падать персонажи. И параллельно просто под БКБшкой дальше керри ВП идет вперед и просто уничтожает аналога. Свен идет дальше, и Магнуса должны забирать. Параллельно нападение на Винтерверну. Связка потрясающая от ВРки. Есть фраг на давай ламе. Даблкил для Сквадикса. Она сделал нас на Ноутисте. 5 секунд до ульти Алхимика. 5 секунд надо пожить, Алхимик успевает упрыгнуть, напрыгивает здесь на Пугну. Минус Пугна, ульта, ой-ой-ой, как же больно, но на развороте башики начинают работать, хил пошел, аналог здесь остается практически один, его забирают, даблкил для Кирича, одновременно с этим где-то падает Антарес, идет врыв дальше на Кейуана, взрывается колбочка, связка одновременно с этим, не идеально, прямо скажем, все было сыграно, Бэтрайдер байбекается, хочет вернуться в эту игру, Сквадикс может пострадать сейчас, тут БКБ уже откатилось, что ли, от Кейвана, или не жал бы все это время. Тем не менее, идет дальше больно, страшно. Все тут на него насаживаются. О, какой врыв! РПшка сейчас будет, и надо продлить уроном. Виверна забирает Виверна без байбека. Это, возможно, конец игры. И тут еще дальше одного, второго вяжут. Кейван, конечно, пытается хилиться, жить, но просто на Яре начинает Кирич. Бьет, не щадя этого Кейвана. Связка шикарная. Начинают также бить еще и аналога, который сейчас башек сработает. Да и без башика. ГГ!
Ну, Илюх, ну не было прям. Вот я ожидал, что, знаешь, у него там будет, 5 крипов, у тебя 20. Вот это разница по игрокам. А он достойно держит. Он достойно держался, Илюх. Даже больше крипов было. Ну, не знаю. Ну, не знаю. На какой больше был? Ну, не знаю. Ну, до того, как Влад помог. Влад, как обычно, жопу вперед. Иначе я умру. Ну, это правда. Но я очень горжусь, что ты не п***ал просто так время Влада и пришел и забрал ровно все. Чего мы вообще перворошу отдали? Я вот... Мы же на Варде, мы видим Свену и Тур на Варде. Мне 200 до БКБ, 200 Это до не БКБ, важно, 200 до БКБ. У нас огромный вайпер, огромный медули шаг, и Чен, который качается, я был таким, как, грубо говоря, пост-3 спейсик, потому что я стою, считай, там один и танчиваю все роллы Пангольера. Поэтому мы просто набрали аур, взяли наши пауэрспайки и пошли их просто снесли, потому что у нас просто герой сильнее, у нас ауры супер ранние из-за Чена. У нас просто все супер сильно, мы их идем и сносим. Понятное дело, что проиграли бы, вылетели, но в принципе каждой серии нужно так относиться, что это должна быть твоя лучшая игра. Я не думаю, что был какой-то лично у меня мандраж у команды, я тоже его не ощущал, просто знали, что сыграем хорошо, выиграем, будем ошибаться, проиграем. В принципе, так всегда и происходит. Нет, так у меня нет проблем с тем, что типа молчать, но я больше хочу понять, почему у вас сегодня типа вы прям говорите, а в других играх вы говорите меньше условно. Как на Инте начал типа все прокаливать, говорить, ты даже 3 антикола дал, с чего я вообще типа. Поэтому, я не знаю, то ли запомни это состояние, то ли подумай, как ты его можешь воспроизводить. Илюха тоже потихоньку вылезает из своей скорлупы. Из антисоциального фрика он превращается в социального фрика. Если сможем выдержать его в таком же состоянии, возможно, попадем в ту зону, в которой были на Инте, где он тоже много разговаривал. Мы просто к вам именно. Мы выгнали самых неудобных соперников для вас, поэтому не проиграли. Нет, всех. У меня есть. Мода слишком далеко зашла и уже слишком... Ну и чё, я себя уверен. Типа, Фалькон, это просто имба это. Он тебе дает миллиард хп, миллиард урона, он собирается из когтя. Ну вообще на гирокоптера то... Помните, мы играли с Гирой, когда у Киритыча 700 хп было? Да, но там же не только это, там и стика не было. Ну понятно, но стик в той игре был ***ый, откровенно говоря. Такое бывает, когда стик в целом ни от чего не заряжается, но тогда и есть смысл брать Фалькон. В 90-х модно было все трубы носить. Ну, все типа трубы надели, типа эти широкие, типа джинсы. Но все же понимали, что это полная хуйня. И со временем на это смотришь, на какая хуйня. Так же и с нулем методом. Не, ну ладно, мода циклична. Как и метод. Мы же как-то вернулись к парке ФП, да, Илюх? Круг, Сергей. Да вот круг, а что помню. Это честь пройти этот путь до конца с вами. Lose together, win together, fight together. Все, не. Так, надо ФНГ отключать до того, как он успеет хоть что-то раскастовать. Но он все-таки раскастовывается, тем не менее, очень плохо. Хотя котла удается закрыть. Киритич раскастовался, пытается задушить Кардан. Кардан ставит на себя иллюминует. Ой-ой-ой, Киритич погибает по итогу, не хватает ему урона. Как же вовремя отхиливается здесь Кардан. Добивает в итоге еще и Антарес. Это -3, трипл-килл для Бума. Нитро не относится к тому, что произошло. Это провал, это просто... Так, хорошо, убили Пангольера, убили еще одного. Все, пошел камбэк. Окей, все, стоило только поныть. Стоило только поныть. Кристаллис, Аегис выбили. Хорошо. А дальше? Надо еще забирать. Есть у него БКБ? БКБ нет, кулдаун. Только-только он его включил. Также Виспа под Юли. Хорошо, не дали увести. Кристаллис, стан залетает сверху от Лешака. Кристаллис погибает. Хорош. Даблкилл. Есть арена только в одного. Тио Калора залетает. Рубика отрезали. Ультимейт был вкастован от ФНГ, но не сказал бы, что самый лучший. Киритыч пытается жить, как-то прожимается БКБ. Ну мало хп остается, Киритыча стирают. Ну а Десет мало хп, также таверну. Кристаллис пуловый. Провал полнейший. У нас Гира, Леш, Марс, все. Да, но они Тавра поломали все уже. А нет, они на момент, когда нас вайпнули под топом, все, что они сломали, это мидл. И они пошли вниз. Кстати, топ сломан был уже. Они потом, и пошли не сломать, и все, уже тяжело пока ловить. В смысле не сломать? Мы же там бой не дали. Мы сдохли снизу, и все, мы просто качаемся. Плохо смог нажали на 14 минуте, из-за этого не реализовали блинк Марса, и из-за этого уже потом, после того, как все резнулись, сложно было реализовать этот блинк, потому что они стали сильнее по шмотку. Все, что нам нужно было, это как-то
сплитить до БКБшек, потому что БКБ у них 0 урона. Ну а сплитить сложно было, потому что Тёмыч Глимс отдал, из-за этого нас там коров поубивали очень много раз. Это смысл доты. Все, что происходит до файта 5 на 5, мы просто увеличиваем или ухудшаем свои шансы на победу в файте. Есть бит, Кентавр с блинком также, и очень сильно проседает. Но бежит Бум также с блинком, залетает Арена, здорово, говорят ребята из Secret, где же дэмэдж присутствует, потому что Кристаллис уже в драке и просто начинает нарезать одного за другим. Пока что, конечно, 2 в 2 размен, Сквадикс уйдет, а что, опять просветки? Опять нет просветки, и Кристаллис ловит, его надо было... Не, на хустом сажают, он ультует. Таймлэпс. Возвращается обратно Сквадикс, пока что под замедлением, под еще одним элиминейтом, пытается пробить его и пробивают, судя по всему, да. Кристаллис догоняет его на развороте Бума, цепляет Нотисет, Бум живет, все еще живет, и Нотисет, скорее всего, не уйдет. А что наваливать? Кардан, Сайленс спасает или не спасает, непонятно, живет, лайфстиллер выживает, Пупеец, сбривают тем временем, Арена стоит, Нотиса не могут забрать, Бум пока что бегает по ней, набегает Кристаллис, жучки залетают также, нужно добивать Нотиса. Но хватит ли дэмэдж? Просветки опять нет. Нет, нормально, просветка есть. Нотис дохилят. Здесь же Бум отступает от Сквадикса. Кристалл, заканчивается ресурс у него. Пошли кони, Нотис! Нет, живет хорошо. Вот оно нападение на Сквадикса. Отличное копье. Ну атака от Нотиса-то останавливает Секрет. Кристаллис убегает. А Бум, похоже, в таверну. Нет, пока что живет в ветрах, летает. Гордона затаскивают в арену и разбираются с ним. Бум, закончится БКБ, закончится и он. -2, байбеков нет. Сбивает Пупею, еще телепорт. И он также погибнет. Нотис, ну просто красавчик. Момент определенно за ним. Что ли, там намазано медом или что? Я не понимаю. Марс в этот раз. Ну ладно. Намазано чем-то ну, там. Ну тоже намазано сзади. Постоянно Пупей пристраивается хукшотом этим к своим тиммейтам. Бум. Почему? О, ничем не попал. Арена закрывает всех, но там есть БКБшки. Если что, Буму очень тяжело будет выйти отсюда. Баш срабатывает, минус Бум, 85 секунд, байбека нет, Пупей также закрывает с лайфстиллером, но это не лучшая идея. ГГ. Я согласен, что я мог не жадничать в топе в моменте, но я умер 1 раз в топе. Если инициатор не прыгнул, значит, ждешь, пока прыгнет. Если нет, момент упустили, окей. Следующий момент найдем. Я просто пустого курьера полет. Гол в лите, дайте мне больше говорить, просто слушайте больше меня. Эти игры супер легко могу закончить. Это очень простые игры. И гол просто, спокойненько все обсуждать, и если не получается, отходим. Я просто думал, как сейчас 3-ю будем драфтить. Заколил пофлексить Вайпера, пошел на 23-й. Нужно было брать. Мы что-то там хотели другое взять, но я подумал, вот если мы возьмем Вайпера, им сложно будет принять решение такое, что можно будет контрпикнуть Вайпера этого. Потому что мы его флексим на Бетика, и Вайпера мы могли флексить. Но из этого хороший пик получился поэтому. Влад впечатлил на этом турнире. Он проявил много инициативы во время подготовки к соперникам. И во время игр я пока не все войсы затронул, но те войсы, что я прослушал, он действительно был инициативным и во многом on point. И я думаю, он индивидуально очень хорошо сыграл. Влад провел действительно отличный турнир, несмотря на наш результат. На миде ой, какая подвязка залетает здесь от Белки. Сан по двоим, правда, от Сквадикса на развороте, возможно, спасет ему жизнь. Да, он живет, набегает Пупей, все-таки делает фраг, но в ответ погибает также и Dragon Knight. Забирает еще и Белку, 2 в 1, так-то драка, и это в пользу Virtus.pro. Дислайфстиллер внутрь, Бум может попробовать забрать. Бума взрывают, да, взрывается он. Кристаллис на очереди, у него есть стыр, но он пока что на развороте сгрызает коня. Нет, конь уходит в инвиз. На Сквадикса спасти, Сквадикса ФНГ, выкидывай кого-нибудь. Его за кто-нибудь туда. Хорош. Но тут... Стан отлично, еще стан сверху бы добавить. Сквадикс отхиливается, Кардан минус. Да, минус все. Да. Но они сделали мега крипов. Вытягивают на фонтан ДК в итоге лопается. Сквадикса катают по базе на карете. Он оттуда просто жестко наваливает Кристаллису, что тот разворачивается и бежит в сторону своей базы. От греха подальше, но его останавливают, он погибнет. Минусы. Пытаются хоть как-то разменяться. Здесь проблемы у Кентавра, его форстапает Антарес. Кардан, Кристаллис выпрыгивает, пытается добраться до лайфстиллера, точнее добраться до Бэтрайдера не получается, хочет съесть Сквадикса, но Сквадикс сам начинает его есть. Прямо в карете в своей похоронным маршем сейчас может проехаться по команде Secret или нет. Нет, Кристаллис погибает. Есть на 100, опять двоих увозит Антарес паровозиком прямо на фонтан. Ладно, на фонтан патрон. Пытаются Сквадикс что-то сделать, но это нереально абсолютно. Его не могут передамажить. Кристаллиса убивают, а Егис минус. В этот момент погоня за Тимбером. Тимбер как-то уходит, Пупей зачем-то байбекнулся, бежит в драку, но ему нужно бежать на бой. Нет, они проиграют сейчас эту драку. Кристаллис погибнет второй раз. В живых остается Пупей. Надо было сразу, я думал, я тебя чуть-чуть попозже, как у тебя БКБ кончится, закину, чтоб ты мог бить больше.
Ну просто странно, что нас отъебали на самом деле в моменте без Найкса, по факту. У Найкса вообще ж игры не было. В какой-то момент им уже очень сложно было трон пушить, потому что у нас у каждого почти героя были байбеки, и те, у кого были байбеки, просто стояли впереди. И у нас просто Лина неуязвимая под тележкой. Вообще я прыгнул, нажал ЕУ, я не знаю, в кого ЕУ. Основная проблема в том, что когда мы троих там убили, мы не пошли Т2 сломать. Да. Если мы сломали Т2, мы сделаем мегасов, эта игра супер изи становится. Знаешь, что можно было сделать в конце? Могу я купить дизоль, ну уже на байбек Лина, а ты Аганим жмешь. Мы прилетаем, типа ты жмешь Аганим, вот этой иллюзии. Ну, если я взял рапиру, дизолить муншат, еще купил на минут. А у тебя был спиди муншат? Против Shopify. Ну, там на самом деле мы хорошие шансы имели на победу, но было чувствовалось, что уже все лучше. Против Heroic, немного рандом, потому что они честно отдали первую игру, и вторая игра там тоже такая в моменте. Не сказать, что это какая-то идея, это скорее просто вот дефолт, который все понимают, и вот за счет него мы выиграли. То против Secret уже, там совсем другие расклады были, скажем так. Это точно не самый плохой способ вообще по-ать игры. В моем представлении хуже всего это, когда ты гуськом бегаешь пятером, а боишься по карте сплититься. Я очень рад, что мы достаточно сейчас уверены для того, чтобы много сплититься, но это приводит к тому, что мы просто не контролируем местами карту. Сплит — это тоже определенный навык скилла. Мы 2 игры подряд, парня, берем Аегис, и через 30 секунд его въеб... В этой игре первый Аегис, Лина плюс Рубик вдвоем под нашим постом убили Худвинг, прилетел Тимбер, убил Рубика и выбил Аегис инсталинии, плюс БКБ заряд. Это тоже вопрос, как вообще выходит, что мы такое направление выбираем вдвоем? Вам типа нравится сосать? Мне не нравится сосать. Думаю, я не могу абсолютно всегда называть наш вайб позитивным. Я думаю, каждый со стрессом справляется по-разному. И очень часто люди прибегают к юмору во всех ситуациях, которые непонятны или слишком грустные, чтобы на них фокусироваться. На кону больше стоит. Если ты проиграешь, то все, ты улетаешь с турнира. Просто веселее играть в доту. И когда тебе такая вот третья игра, мне кажется, это всегда очень прикольно. Атмосфера в команде очень позитивная. Я много сказал, что можно улучшить. Я сам по себе позитивный человек. Владос хорошо влился, тоже позитивный. Может подшутить вовремя. Очень напоминает, наш ряд по вайбу. По целом, как игры проходят. Просто много вещей каких-то неконтролируемых. Но не поймите неверно. Я думаю, что, на ряде мы вообще были не алло. Я, если честно, думаю, что мы в течение этого турнира действительно так или иначе спрогрессировали. Как минимум, мы лучше стали подготавливаться к играм, и мы однозначно и получше героев подбирали, как и для себя, так и в целом то, что сейчас работает. В этом мы точно молодцы. Но хаос в таких вещах, которые относительно структурные, очень сильно меня расстроил. Вот так вот я могу это все сформулировать, наверное. Наш вчерашний вечер, наверное, он самый уникальный, позавчерашний, вечер, который был после луза. У нас в коллективе, наверное, такого прям не было. Что мы, проиграли, при этом мы какие-то поинты нашли, и у нас было гораздо больше критики, чем обычно. У нас гораздо больше голосов вокальных, чем обычно. Это не только связано с приходом Влада. В целом и Илюха гораздо больше, проявляет инициативу. У нас получается действительно, отовсюду есть напор идей, и это как здорово. Просто с непривычки мы тоже не совсем можем это все правильно с этим всем совладать. Я в частности тоже. Поэтому у меня тоже складывается ощущение, что какие-то вещи очень сложно контролировать, просто потому что это как ново. Прям конкретно, над чем нам нужно работать. Простыми словами, у нас есть условно и в лейнинге проблемы, и в мидгейме то, что мы делаем, если у нас правильное направление, правильная идея и так далее, и так далее. Условно, мы играли против Spirit, у них с котлом какие-то пики, с темпларкой, с пангалером и с виспом. И, соответственно, тебе нужно, умело подбирать героев в это, чтобы мало того, что подобрать эти героев, тебе нужно еще и на них сыграть. Каждый раз что-то новое, каждый раз тебе нужно с этим справляться и при этом не забывать старые. По плану у нас продолжить тренировки Practice Room, которые нам предоставили ПГЛ. Потом
мы уезжаем на уже наш буткемп, будем готовиться к квалификациям на ряд. Все сложится, то с 27 по 30 мы сыграем онлайн-турнир. Прошлый буткемп нам очень понравилось играть какой-то онлайн-турнир короткий, потому что в целом это точно веселее, чем играть практис, скримы. Ну, как хороший практис, и не особо стрессовать над результатами, то, мне кажется, весьма тоже хороший плацдарм на тренировок перед самими квалификациями на ряд. В первую очередь я бы сказал не что мне он дал, а команде, что начали приходить больше к чему-то общему. Ну, в том плане мы к этому и приходили до этого, но здесь во много раз быстрее опробовали новый способ, как говорится, общения. Больше этого делали, что для нашей команды в плюс. И надеюсь, в будущем мы также продолжим это делать в этом же темпе. Мы обязательно пройдем на ряд и достойно там выступим.